Всем привет! Добро пожаловать в новый мастер-класс. Сегодня будем с вами вязать вот такую единорожку. Ростом она получается 22 примерно сантиметра, ну, по-разному, 20-23, там, в зависимости от того, кто как вяжет, кто из какой пряжи вяжет. Из дольче она получится чуть побольше. Вот это из Воланса 22, а из дольче она будет где-то, наверное, сантиметра 24, может даже 25, потому что дольче поплотнее такая ниточка. Классные единорожки для ярмарок, очень классно, девочки их очень любят. Для подарочков вот на Новый год, как дополнение к подарочку, тоже она получается по пряже не очень дорогая по стоимости. Вот из одного моточка можно связать двух, а на кудряшке, я уже во влоге говорила, можно использовать остаточки какой-то плюшевой пряжи, которая у вас осталась. Можно их разноцветными делать, в этом ничего такого нет. Значит, для того, чтобы ее связать, нам понадобятся глазки. У меня 12 миллиметров. Не знаю, зеленые или синие. Решу уже в процессе. У меня есть еще серебристые. Посмотрим, какие вставлю. Ну, 12 миллиметров глазки. Дальше понадобится основной цвет пряжи. У меня это Воланс Bunny Baby, будет белого цвета. Кому интересен номер, вот, пожалуйста, номер. Так, дальше нам понадобится цвет на ручке, ножки. У меня это будет вот такая мята, это, по-моему, дольче. Я уже не помню, у меня просто вот таких клубочков несколько штук было. Еще с давних времен остатки. Если хотите, гриву можете делать разноцветную. У меня она будет мятная. Я ее тут уже вот навязала, гриву. Так, дальше нам понадобится ниточка, чтобы связать рог. Я использую Yarnart Jeans. У меня будет 79 номер, тоже мята. Вот, в принципе, все. Зажигалка, ножницы. Зажигалка я подпаливаю в плюшевой пряжи кончики всегда. И клею кончик, с которого мы начинаем вязание, клею на клей. Покажу вам. Вот клей этот я уже показывала, водостойкий, классик, момент. С ним стирай, не стирай, приклеенная ниточка останется на месте. Я подклеиваю, только с ним надо очень аккуратно, только с изнанки, если ее видно не будет, потому что он с желтым оттенком. Так, все, крючок номер 4. И давайте начинать вязать нашу красоту. Начнем наше вязание с ручек. В кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Узелок, первая, вторая. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это наш первый ряд. Второй ряд вяжем тоже 6 столбиков без накида тем же цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На этом этапе я обрезаю ниточку. Вот этот хвостик, который остался. В общем, короче нужно. Я ее подпаливаю. Буквально капельку клея. Он застывает очень быстро. Все, и приклеиваю. Это для того, чтобы он не вылазил потом в процессе эксплуатации игрушки. Так, все, мы провязали с вами. Плохо приклеила. Ага. Так, провязали с вами первые 2 ряда. Дальше нам нужно 3, 4, 5, 6, 7, это 5 рядов, провязать 6 столбиков без накида, но уже другим цветом. Мы первый столбик 3-го ряда не довязываем, ниточку обрезаем, берем основной цвет,
Все, первый есть. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Это третий ряд. Ниточки я здесь завязываю. Эти уже можно не приклеивать, они не вылезут. Вылазят обычно вот с начала, да, с кольца амигуруми. Но их я обрезаю и подпаливаю, чтобы они не расползлись. Третий ряд провязали, еще четвертый, пятый, шестой, седьмой. 4 ряда по 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Это пятый. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Это шестой. И раз, два, 3, 4, 5, 6. Это седьмой. Пополам складываем и 3 столбиками без накида за обе стеночки как бы сшиваем ручку. Раз. Два. И в боковую петельку 3. Все, соединительный столбик. Ниточку обрезаем. Ручки мы ничем не наполняем. Вот такие 2 ручки у нас. Так, теперь давайте ножки в последний момент. А где мое ушко? Сейчас найду ушко, куда-то убежала. Так, вот нашла я ушко. Берем основной цвет, белый. Вяжем ушко. Либо кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Раз, два. Во вторую петлю от крючка вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, 3, 4. Так, дальше вяжем следующий второй ряд. 1 столбик, 1 прибавка, 2 раза. Я вяжу без маркеров. Вы можете поставить маркер в начале или в конце ряда, чтобы не запутаться. Раз, прибавка. Видите, наизнанку выворачивается, ничего страшного. Сейчас вывернем назад. И столбик без накида. Вторая прибавка. На этом этапе я точно так же обрезаю, подпаливаю и подклеиваю ниточку. Так. И выворачиваем на лицевую сторону наше ушко. Так, вывернули. Вяжем третий ряд, 2 столбика прибавка, 2 раза. Столбика без накида, прибавка 2 раза. Раз, два. Первая прибавка. Раз, два. Вторая прибавка. Дальше четвертый ряд вяжем 3 столбика прибавка, 2 раза. Раз, два, 3. Первая прибавка. Раз, два, 3. Вторая. И последний ряд вяжем 4 столбика прибавка, 2 раза.
Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Раз, два, три, 4. Вторая прибавка. Складываем ушко пополам. Еще раз пополам. Тут может быть сложновато, но ничего страшного, постарайтесь. Можно просто иголочкой и ниточкой зашить. То есть сделать вот такое ушко. Я крючком провязываю столбиками без накида 3 столбика. 2 и 3. Вот. Получается вот такое ушко. В конце соединительный столбик, ниточку оставляю подлиннее для пришивания. Все, ушки готовы. Вот таких 2 ушки у нас. 2 ушка. Ушки, ручки. Так, сейчас давайте с вами свяжем гриву. Я покажу вам, как вязать. Да? Я тут уже навязала. У меня здесь по 30 воздушных петелек длина и 15. Это хвостик. Я связала 2, мне надо 3 штучки. Сейчас свяжем с вами для хвостика одну. Я покажу, как вязать. Смотрите, их можно вязать, в принципе, разной толщины. Это самые тоненькие, это просто столбиками без накида. А вот у этого единорожки связана кудряшка столбиками с накидом. Можно полустолбиками с накидом, это будет что-то среднее. Я имею в виду по толщине самой кудряшки. Сейчас свяжем с вами хвостиком. Последнюю покажу вам, как вязать. Оставляем обязательно хвостик, для того, чтобы потом перевязать к голове, там, к попе, куда надо, кудряшку. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 у меня, получается, будет кудряшка просто столбиками без накида, значит 15 столбиков. И я наберу 1 еще дополнительный столбик, как петлю подъема. А если вы вяжете столбиками с накидом, соответственно, петли подъема должно быть 2. То есть вяжете 15 столбиков, 2 петли подъема и начинаете тогда уже не со 2, а с 3 петли вязать столбиками с накидом прибавки. Сейчас в каждую вот эту петельку нам нужно связать по 1 прибавке, то есть по 2 столбика без накида в одну стеночку вот этой косички. И так 15 раз. И она сама закрутится в кудряшку. На гриву я набирала 30 воздушных петелек. И получается у меня 30 столбиков на гриве. Вы там уже смотрите сами, можете делать подлиннее, покороче. Вот у этой единорожки, у меня у лица покороче кудряшки, сзади они подлиннее. То есть прическу уже как хотите, какую хотите, такую делаете. Вот, просто прибавочки столбиками без накида у меня в каждую воздушную петельку. И вот они заворачиваются в кудряшечку. Итак, вот такая кудряшка у нас должна получиться. В конце делаем соединительный столбик и тоже оставляем хвостик. У нас должно быть 2 хвостика оставленных. Так, теперь вяжем ножку. Начинаем с мятного цвета. Кольцо амигуруми или 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю набираем 6 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 6 прибавок. 1 прибавка, 2, 3 прибавка, 4 прибавка, 5 и 6. То же самое все делаю с кончиком, обрезаю, подпаливаю и подклеиваю. Так. Так, провязали мы первый, второй ряд. Дальше нам надо 3, 4, 5, 6, 3 ряда провязать без изменений, по 12 столбиков без накида. Но в третьем ряду мы первый столбик провяжем не до конца и сменим цвет. Сейчас. Так, первый, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И так нам надо провязать еще 3 ряда по 12 столбиков без накида. Так, смотрите, провязала я еще 4 ряда. Первую ножку мы, когда вяжем, мы ниточку, соединительный столбик делаем, ниточку обрезаем. Вторую ножку мы связали, ставим в последнюю петельку маркер. Я без маркеров вяжу, но вам покажу с маркером. Делаем 3 воздушные петли. 2, 3. Берем вторую ножку. Вводим в петлю, провязываем столбик без накида. Здесь тоже поставим маркер, чтобы у нас были выделены вот эти 3 петельки цепочкой из 3 петелек. Это мы провязали первую петлю ножки. Вяжем 12 столбиков без накида. Первый провязали, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 вяжем, достаем петельку с 12 и в следующий, вот в который мы вводили первую петельку, тоже из этого же столбика достаем и провязываем 3 петельки вместе. Это для того, чтобы у нас не образовывалась дырочка. Дальше вяжем 3 столбика по цепочке. 1, 2, 3. С этой стороны тоже делаем точно так же. Вводим вот в ту петельку, вот где у нас маркер стоял, да, достаем ниточку и в первую петельку ножки тоже, то есть в первую, последнюю. Провязываем первый столбик, надо 12, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот у нас маркер. Снимаем его. 12. Дальше вяжем 3 столбика по воздушным петелькам. 1, 2, последняя, 3. Все, этот ряд у нас довязан. И вот первая петелька следующего ряда будет у нас, где у нас стоял второй маркер.
Вот она. Первая петелька. Нам нужно провязать теперь, это первый ряд мы провязали, да, нам нужно теперь второй, третий, четвертый, пятый и шестой, 5 рядов провязать по 30 столбиков без накида, без изменений. Вяжем самостоятельно. Так, провязали 5 рядов по 30 столбиков без накида. Это у нас был второй, шестой ряд. Дальше седьмой. Вяжем 3 столбика убавка 6 раз. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. Раз, два, три. Пятая. Раз, два, три. Шестая. Следующий ряд вяжем 24 столбика без накида, без изменений. Раз, два, три. Это 8-й ряд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вообще единорожка этот вяжется очень быстро. Единственное, что время уходит на кудряшки. Минут 30, наверное. Дальше 9-й ряд вяжем 2 столбика убавка 6 раз. Раз, два. Убавка раз. Раз, два. Убавка 2. Раз, два. Убавка 3. Раз, два. Убавка 4. Раз, два. Убавка 5. И раз, два. Убавка 6. Убавки делаю за задние стеночки. Дальше в следующем ряду мы будем ввязывать ручки, поэтому на этом этапе наполним тело. Так, сейчас будем ввязывать ручки. У нас получается в работе 18 столбиков без накида. Вот я выделила параллельно ножкам. По 3 петельки у нас связываются ручки. Это наши ручки. Всего 18, по 3 на ручки, это 6, значит, остается у нас по 6 спереди и сзади. Это может у вас получиться 5, 7, 6, 6, у меня 6, 6 получилось спереди, сзади. Просто складывайте вот так вот пополам тело, смотрите параллельно ножкам, чтобы были. Я по петлям точно не считаю. Вот вяжу до первого маркера. 4 у меня петельки получается. Снимаю маркеры. Смотрю, где у нас тут вот переход цвета. Его я назад поворачиваю, чтобы видно не было. И в 3 петельки ввязываю ручки. Раз. Два. Ниточку эту тоже ввязываю и вовнутрь прячу потом с ручки. И 3. Дальше у меня 6 раз столбиков без накида. 2,
3, 4, 5, 6. Также убираю маркеры. Смотрю, вот переход цвета, он у меня будет сзади. Вторую ручку тоже в 3 петельки. 2, 3. Ниточки от ручек тоже подтягиваем и прячем вовнутрь. И 2 столбика до конца ряда. У меня получилось так, у вас может быть немножко по-другому. Все, здесь набьется еще и будет ровненько. Это у нас был 10-й ряд. Мы ввязали ручки, 18 столбиков без накида. Дальше 11-й ряд вяжем 1 столбик, 1 убавка, 6 раз. Раз. Первая убавка. Вторая убавка. Столбик без накида. Третья убавка. Столбик без накида. Четвертая убавка. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая. И вяжем последний ряд 12 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 13 петельку делаем соединительный столбик, и тут уже как хотите оставляйте на теле подлиннее ниточку для пришивания головы. Я буду использовать хлопковую ниточку для пришивания. Сейчас набью до конца тела и будем вязать голову. Вот тело до конца набила, откладываю его, начинаем вязать голову в кольцо амигуруми или 2 воздушные петли. 6 столбиков без накида. Почему-то скрипит волос. Раньше не скрипел. Заскрипел. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 6 прибавок, второй ряд. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. То скрипит, то не скрипит, не понимаю. Дальше третий ряд, 1 столбик, 1 прибавка, 6 раз. Раз. Первая прибавка. Раз. Вторая. Третья. Столбик без накида, 4-я прибавка. Столбик без накида, 5-я. И столбик без накида. 6-я. Так, где мои нормальные маркеры? Так. 4-й ряд, 2 столбика прибавка, 6 раз. Раз, 2. Вот почему он скрипит опять. Прибавка раз. Раз, 2. Так.
Раз, два, прибавка, раз, два, прибавка, два, раз, два, прибавка, три, раз, два, прибавка, четыре, раз, два, прибавка, пять, и раз, два, прибавка, 6. Пятый ряд, 3 столбика, прибавка, 6 раз. Раз, два, три. Первая прибавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. И раз, два, три. Пятая. И раз, два, три. Шестая. Теперь надо 6, 7, 8, 9, 4 ряда провязать по 30 столбиков без накида, без изменений. 4. Так, провязала я 30 столбиков без накида, 4 ряда без изменений. Вот я здесь забыла обрезать вот этот хвостик, подклеить. Так. Все, дальше вяжем 10 ряд. 6 прибавок и 24 столбика без накида до конца ряда. Так. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. 24 столбика без накида до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. У нас получается 36 столбиков. Теперь нам нужно 11-12 ряд, 2 ряда провязать без изменения по 36 столбиков без накида. Так, 11-12 ряд провязали, вяжем 13 ряд, 6 убавок. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 24 столбика до конца ряда без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Так, вяжем 14 ряд, 3 столбика, убавка 6 раз.
Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. Раз, два, три. Пятая. Так, отвлеклись. И раз, два, три. Шестая. Сейчас будем вставлять глазки. Итак, смотрите, чуть-чуть набила я голову. Вставляем глазки, получается, между 9 и 10 рядом. Вот у нас 10 ряд идет с прибавками, 6 прибавок. Мы вставляем в 10 ряду. Вот раз. Где у нас прибавчики? Раз, два, три, 4, 5, 6. Да? Вставляем над первой и над второй прибавочкой между 9 и 10 рядом. Так, все, глазки я зафиксировала. Вяжем последний ряд головы, потом получше ее набьем. Последний ряд у нас 12 убавок. Раз убавка, два, три, четыре, 5. Хочу попробовать поискать деревянные полностью крючки. 6, может, с ними скрипеть не будет. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, сделали 12 убавок. Последнюю петельку соединительный столбик отрезаем. Я отрезаю не длинную, потому что буду пришивать голову хлопковой ниточкой. Сейчас я хорошенько набью голову. Да, забыла сказать, что понадобится иголочка длинная и ниточка для утяжки глазок. Итак, набила я голову хорошо. Смотрите, набивайте равномерно. Я обычно набиваю сначала по краям, а потом серединку. Хорошо набейте носик. Берем иголку с ниточкой и делаем утяжку глазок. Делаем ее небольшую. Синтепон назад. Так. Отрезаем ниточку. И затягиваем глазик. Завязываем на узелок. На несколько. Так. Второй. Второй глазик тоже обрезаем. Лишнее. Также завязываем, затягиваем и завязываем на узелок.
Я еще хочу вот здесь сделать утяжечку в серединке. Сделаю сразу. Так, это можно обрезать, чтобы не мешало. Сделаю сразу на 2 глазика. Вводим в первый. И во второй. Вот сюда. Выходим возле второго глазика и также вниз. Опять узелочек и затягиваем. Так. Поправляем. Так, вот такая мордашка получилась. Сейчас у меня тут готова черная ниточка. Сделаем стрелочки. И бровки. Стрелочки. И бровки. Так. Вы можете вот такими булавочками себе намечать и делать. 1, 2, 3. Так. Все. Отрезаем. Завязываем. Так, вы можете голову, когда будете вязать либо голову, либо тело, да, оставлять длинную плюшевую ниточку, можно плюшевой пришивать. Я буду пришивать обычный вот такой хлопковый, поэтому я пообрезала. Можете не обрезать. Так, теперь вяжем рог, берем, у меня Ярнар Джеймс, можете взять любую другую ниточку с плюс-минус таким же метражом, какая у вас есть, да, на 50 грамм 160 метров. Крючок 1,5. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набираем. Второй ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавка, 3 раза. Прибавка 1, столбик без накида, прибавка 2, столбик без накида, прибавка 3. Это второй ряд. Третий ряд 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас вот эту лишнюю обрежем ниточку. Так. Четвертый ряд вяжем 2 столбика, прибавка 3 раза. 1, 2. Первая прибавка. 1,
2, вторая, раз, 2, третья. Пятый ряд вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Шестой ряд вяжем 3 столбика, прибавка 3 раза. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая. 1, 2, 3. Третья. И 2 ряда вяжем по 15 столбиков без накида. Это 7, 8 без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Второй ряд. 16 делаем соединительный столбик, отрезаем ниточку подлиннее для пришивания. Все, наша единорожка готова, только собрать осталось. Рог немножко набиваем холофайбером. Пришивать я буду за кадром. Покажу вам, где что. Я думаю, понятно. Где рог, где ушки, ну, где голова и хвостик. Это ясно. Лишнее беру. Я не считаю по рядам, куда я что пришиваю. Я просто прикладываю вот между бровок. 1, 2 ряда над бровками. У меня будет рог. И под даже 3 ряда. 3 сделаю. 1, 2, 3 ряда. И под рогом вот так вот ушки тоже примерно 2 ряда между рогом и ушками. И параллельно рогу вот так вот пришиваю ушки. Давайте пришьем самостоятельно ушки, рог и голову к телу. Да? И потом встретимся с вами. Я покажу, как крепить кудряшки. Так, вот я все пришила. Сейчас сделаем ноздри. Вводим где-нибудь в бок. Так, наискосок делаем. Наверное, чуть-чуть сюда. Тоже можете, я не по петлям, не считаю, можете намечать себе булавочками.
ноздрики. Выхожу. И просто туда-сюда вот так как бы обматываю ниточкой. Делаю такие ноздри. Первая. И со второй то же самое. Можете просто несколько раз, несколько стежков сделать. Так. Все. Здесь потом завязываем на узелочек и прячем. Еще я сделаю щечки, возьму розовую ниточку. Тоже хотите, можете делать, можете нет. Так. Сейчас я посмотрю. Здесь, наверное. Раз. Два. Вот таких просто два стежочка. Здесь тоже раз. И два. Возвращаемся туда, откуда начинали. Так. Все тоже обрезаем, завязываем на узелочек и прячем. Так, теперь как крепятся кудряшки. Покажу на попе. Берем кудряшку. Где наш крючок? Вот находим одну точку, из которой у нас будет выходить обе вот эти вот хвостика, оба. Вводим в нее крючок, выводим на место, где будет кудряшка. Вот мы захватываем ниточку, вытягиваем, вводим опять в эту же дырочку и где-нибудь рядышком выводим вторую. Завязываем на узелок, обрезаем, подпаливаем и прячем хвостики. И так мы делаем со всеми. Не хочет отдавать мой крючок. И так мы делаем со всеми кудряшками. 3 у меня на хвостике. Ну, по голове тут уже распределяйте. Сами смотрите, куда их, где и как крепить. Так уже темно, плохо видно. Цвет какой красивый. Вот такая красота у меня получилась. Надеюсь, у вас тоже такая красота получится. Вот. Так, еще хочу в этом мастер-классе показать вам свою новиночку.
Вот такой дракоша, расшитый пайетками. Девочки, будем его вязать. Так что запасайтесь пайетками. Сразу еще говорю. Понадобится проволока. Я использую от проводки, у меня от ремонта осталась такая в пластике. Можете использовать обычную проволоку, обматывать изолентой. Проволоку и пайетки. Кто хочет связать, такого, у меня еще тут у него во лбу звезда горит. Такой волшебный дракоша. Вот, проволока нам нужна будет для хвостика, для того, чтобы у нас хвостик не торчал абы как, а для того, чтобы можно было его как-то туда-сюда ворочать, и в том числе делать так, чтобы дракоша стоял. Вот. Понадобится проволока. Будем вязать вот такого карапуза. Обязательно. Так. Ну вот еще раз покажу вам единорожку, которая у меня получилась. Такая милашечка. Буду благодарна вашим пальчикам вверх. Пишите комментарии. Пишите обязательно, если что-то непонятно. Я постараюсь по возможности всем ответить. Буду благодарна вашей подписке. Очень много, 80% зрителей, просмотров смотрят мои видео, к сожалению, без подписки, не подписываются. Очень буду благодарна, если будете подписываться. Впереди нас ждет очень много разных мастер-классов, как простых таких вот, как единорожка, да, из плюшевой пряжи, так и более сложных в исполнении вот таких вот игрушечек, типа вот такого дракошки. Я люблю украшать вязаные игрушки чем-нибудь, чтобы они были не просто обычные связанные игрушки, а вот там как у оленяши обруч красивый. Вот дракошку я решила сделать его таким волшебным. Это особенный для меня год, это мой год, я люблю дракончиков. Вот, и захотелось мне сделать его таким волшебным, блестящим. Так что будем вязать, готовьте пайеточки. Всем спасибо и пока.